Итак, друзья, приветствую! Сегодня у нас небольшое видео по поводу блока питания. Собственно, у меня есть блок питания вот такой вот фирмы, модели. Да, не самый лучший блок питания, разумеется, самый простейший офисник. Вот, в чем у него проблема? Он свистит. Свистит он по высоковольтной линии свистит. То есть прямо в розетку включаете, нажимаете кнопочку и все, он прям... Сейчас услышите, надеюсь. Сейчас я включу и надеюсь услышите. Поднесу телефон поближе, чтобы было слышно. Ну, собственно, думаю, слышали, да, как он свистит. Во-первых, как найти то, что свистит? Берем какой-нибудь диэлектрик. Это самый такой дедовый способ. Вот. Берем диэлектрик. К примеру, у меня есть надфиль с вот такой прорезиненной ручкой. Вот, держусь я, конечно, за металл, но не советую. В идеале, если деревянная шпажка какая-нибудь есть, вот ею в идеале, либо спичка для камина, что-нибудь такое. И начинаем тыкать диэлектриком в различные элементы. В основном свистят что? Если в момент включения в розетку свистит, это скорее всего высоковольтная линия свистит. Если в момент запуска свистит, то есть когда он уже включен и работает свистит, тогда это вторичка свистит. Если вторичка, то это у нас скорее всего вот эти дроссели свистят обычно, либо мелкие всякие конденсаторы, которые там где-то спрятаны были. Нет, их здесь нету в этой версии. Вот они здесь стоят, вот они мелкие. Но чаще всего свистят дроссели. Здесь же свистит именно высоковольтная часть. Кстати, могут свистеть еще вот эти трансформаторы мелкие, даже здоровые. Очень редко, но они скорее пробивают, чем свистят. Так вот. Свистит, потому что оно выходит из строя, и магнитные колебания создают прям звуковые колебания, вибрацию. Собственно, для того, чтобы эту вибрацию уравномерить, мы должны как-то приложить усилия, соответственно, придавить на него, придавить на какой-нибудь элемент, и частота, собственно, этих колебаний меняется. И прям на слух слышно, как он звучит более тихо, допустим, более приглушенно. Если какой-то элемент так тыкаете, и он перестает свистеть вообще, либо меняется частота звука, значит, это он и есть. Чаще всего по высоковольтной линии свистят вот такие вот элементы. Собственно, конденсаторы пленочные, самые простые. Керамические, пленочные. Не знаю, слышно вам или нет, но здесь свистит вот этот залитый. Его хоть и залили, но он все равно свистит. То есть его залили для того, чтобы он передавал свою вибрацию, да, передавал свою высокочастотную вибрацию соседним элементам, и они его глушили. Но, тем не менее, он вышел из строя, поэтому он свистит уже вот. Сейчас покажу вам поближе его. Вот он залит весь клеем, но, тем не менее, он все равно вышел из строя, все равно свистит. Блоку питания много лет, и в 2012 году его уже ремонтировали, по-моему. Либо это с завода была наклейка на нем 2012 года. Вот и давлю, и звук меняется. Можно с этой стороны придавить, звук вообще по-другому звучит, уже тише на порядок. Соответственно, проблема вот она. Также здесь есть дополнительные такие конденсаторы, они находятся немножко дальше. Вот здесь их тоже можно проверить. Я обычно проверяю все конденсаторы такие мелкие, вот, на предмет звона. Если они не звенят, тогда все в порядке. Если звенят, надо их менять. Собственно, здесь проблема вот она. Сейчас посмотрю какой-то конденсатор и заменю его с донора. Итак, плату я вытащил, и прежде чем вообще лезть туда хоть как-нибудь, необходимо взять мультиметр и замерить напряжение, убедиться в том, что нет напряжения на вот этих двух конденсаторах. Это высоковольтные конденсаторы, вот, стоят они последовательно, и суммарно на них около 300 вольт, обычно 300-350 вольт на них бывает. Вот. Надо убедиться, что на них нет напряжения. Если нет, тогда можно дальше делать уже все, что нужно. Если мультиметр показывает по нулям, а вы ему не доверяете все равно, возьмите пинцет, либо ножницы, желательно что-нибудь, что с изолированной ручкой, и замкните просто этот конденсатор. Если он заряжен, хлопок будет очень сильный на самом деле. То есть если низковольтная часть цепи вышла из строя, и она не потребляет ток, то он, скорее всего, будет заряжен. У меня нет напряжения здесь на этом самом на цепи, можно даже руками дотрагиваться, все, в принципе, все безопасно. Теперь необходимо найти, где этот конденсатор здесь запаян, вот этот,
вот, выпаять его и заменить на другой. И проверим, собственно. Так, выпаял я виновника нашего сегодняшнего видео. На нем стоит маркировочка 103 1 КВ. То есть здесь у нас 10 пикофарад, 1 киловольт. Вот такой у нас виновник нашего видео. Собственно, чтобы вы могли убедиться. Вот, его здесь нет. Вот эта желтая ерунда, которая была залита, она все расплавилась от температуры. Вот что и подтверждает то, что он мог и свистеть. То есть, когда нагревается вся эта система, вся эта плата, толку от этой жижицы желтой никакого. Это даже не термоклей. Ну, не теплопроводящий клей, я имел в виду. Именно как термоклей оно использовано. И почему китайцы залили туда, ну, короче, дешевый блок питания, чего стоит. Теперь нужно найти точно такой же. Аналоги, я не знаю, лучше не подбирать. Они могут быть синими, кстати, естественно. Желтый либо синий цвет без разницы. А вот по емкости, по напряжению лучше не шутить. Брать нужно в пределах 1 киловольта и 10 пикофарад. Сейчас найду и поставлю. Собственно, замена этого конденсатора не всегда решает проблему. И я советовал бы в пару вместе с ним, на всякий случай, менять все-таки еще 2 конденсатора. Они стоят копейки на самом деле, но они очень важны. Вот они по дежурному напряжению находятся здесь. Вот один, вон там второй. Точной маркировки не могу сказать, но обычно это около 50 вольт, 47 микрофарад. Вот. Один, второй точно я не помню. Сейчас я их тоже выпаю, вот, и буду их тоже менять на всякий случай. Потому что если заменю только вот этот пленочник, собственно, вот, может не помочь. Свист может только уменьшиться. Как вы видели, вместе с этим конденсатором, с вот этим вот синеньким, я его поставил пленочный, был керамический, а теперь стоит более современный китайский пленочный. Он стоит что-то около 20 рублей. Так вот, вместе с ним я заменил на всякий случай вот эти вот конденсаторы 2. Вот они. Здесь 1 микрофарад, 50 вольт, 2 штуки. Вот этот конденсатор то же самое, 1 микрофарад, 50 вольт. И вот этот 47 на 50. Все эти конденсаторы я позаменял. Собственно, это гарантирует то, что писка не будет в высоковольтной части и не будет дальнейших проблем с дежуркой. В принципе, так как-то. Итак, для того, чтобы услышать, пищит он или нет, я ушел в другую комнату. Потому что в той комнате на данный момент шумно. И устранить этот шум невозможно. В принципе, на слух я не слышу вообще писка даже. Если очень-очень сильно прислушаться, в принципе, какой-то еле-еле звук слышно есть. Знаете, это просто как бы звук, который никуда уже не денется сам по себе.
Это звук как в, допустим, телефонной зарядке. То есть обыкновенной телефонной зарядке, там по-любому есть звук, если очень сильно прислушаться. Так и здесь такой еле-еле-еле слышный писк. Но такого, как было, абсолютно нет. То есть, по сути, звук устранен процентов на 90, наверное. То есть, процентов 10 осталось, такой еле-еле слышный писк. Если засунуть это все дело в коробку и засунуть в компьютер, я думаю, слышно его не будет вообще. Кстати, возможно, вы услышите. Сейчас я попробую поднести поближе, может, услышите. Ну, в общем, не знаю. Скорее всего, услышали, наверное, шум с соседней комнаты, но не этот писк. Ну, слышно так, как будто комар метров в 10 от вас где-то летает. Да, к слову, устранить полностью писк, в принципе, можно. Для этого необходимо вот этот конденсатор, который мы здесь заменили, вот этот вот, заизолировать соседнему элементу вот таким вот клеем. То есть теплопроводящий клей, вот такой из Китая, в принципе, решит этот вопрос. Если кому интересно, ссылочка есть в описании, это очень офигенная такая вещь. Как термопасту использовать его тоже, в принципе, можно, но не рекомендуется. А вот именно приклеивать различные радиоэлементы к радиаторам, это идеально просто. Либо к соседним этим самым, чтобы поглощать звуки, поглощать вибрацию какую-нибудь. В общем, китайцы этим пользуются, знаете, да, заливают, в принципе, все этим белой ерундой этой. Так вот, как, собственно, запускаем блок питания, в принципе, все по классике. Берем пинцет, вот, берем зеленый и черный на вот этом контакте и замыкаем их вместе. Вот сейчас покажу вам. Вот таким образом замкнул я это все дело. И вот так это работает. Да, он похрустывает, конечно, сейчас. Его тоже необходимо почистить. Ну, сейчас этим займусь. Но самая главная проблема — свист устранен. В общем, как-то так, ребят. Если видео для вас было полезным, обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, если до сих пор еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!